Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю с 16 по 22 сентября. Давайте узнаем, что нам две колоды карт и обе колоды ангелов подскажут для вашего знака зодиака, как видят эту неделю. Конечно, будем реалистами, мои дорогие. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И кому интересно узнать поподробнее, у нас неделя, на которой будет лунное затмение 18 сентября. И это затмение в рыбах. Открывает коридор затмений до 2 октября. И кому интересно, вы можете зайти в инфобокс в описании под видео. Там есть ссылка на мою статью на сайте. Вы можете также посмотреть другие видео. Я тоже оставлю ссылки на разные плейлисты. А также и на моем сайте вы можете прочитать планетарные гороскопы или статьи по психологии. Переходите, читайте, находите информацию. И если есть какая-то задача, вы продумываете методы, как мне действовать, альтернативные варианты всегда следует учитывать, потому что жизнь наша не бывает, увы, полностью предсказуема. Но мы идем вперед. Как карты видят эту неделю? Что важно знать? Чем вы будете заниматься? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто для вас? Может быть, и вы чему-то не придаете значения. Может быть, и от вас скрывают. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. И это у нас колода оракула ангелов. Мы достанем карту совет. И в конце расклада откроем ее. Какой совет дадут вам мои дорогие тельцы, ангелы, на предстоящую неделю. Что же будет для вас важно? Нечего добавить, трансформация. Эта карта башни так выглядит. И я всегда говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И я надеюсь, видно хорошо, ангел сам берет человека за руку и выводит из этой башни, которая через какое-то мгновение будет разрушена от удара молнии. И нам говорят, время пошло. Песочные часы. Здесь могут быть, конечно, события, которые извне влияют на решение вашего вопроса. Или какая-то сама по себе ситуация, она словно трансформируется. Здесь может быть бабочка, обратите внимание, эффект бабочки, да. Это как то, что происходит, допустим, с каким-то конкретным человеком, где-то вы можете чувствовать, или это событие где-то вдали от вас может запускать какой-то механизм перемен. Вы не свободны от обстоятельств, мои дорогие тельцы, и поэтому не получится долго мешкать. Сама по себе как трансформация для вас совершенно необходима. И ведь это в конечном итоге здесь прописано перемены и освобождение. Освобождение самого себя через сострадание к самому себе. Обратите внимание, ангел выводит одного человека, а не группу людей. Поэтому где-то карта вас концентрирует на самом себе. Видимо, вы для себя, ваша личность на этой неделе будете архиважны, потому что, как и вокруг вас что-то происходит или самое время, детализировать какую-то вашу историю и с чем-то разобраться. Ведь это перемены. И старшие арканы не проигрываются на один день или на одну неделю. Это чаще всего недели 3 как минимум. А для вас, мои дорогие тельцы, вот этот период как бы с лунным затмением, коридора затмений, кроме всего прочего, период ретроградности, и в вашем знаке зодиака Уран находится, и он тоже в ретро-движении. Какая-то история из прошлого возвращается, чтобы вы, как навели в своей жизни порядок или что-то расставили по местам.
И, может быть, вы от чего-то откажетесь, потому что Уран пробудет достаточно долго еще в вашем знаке, но ретро-движение закончится аж 30 января. Ваша задача – организовать свою жизнь совершенно в другом ключе. Неожиданности любящий человек. Здесь может быть тот, кто к вам приходит на помощь. Может быть, вы встречаете человека, может быть, он у вас уже есть. Часто это идут наши близкие, партнеры по браку. Если брака нет, может быть, есть такой человек душевный. И с учетом трансформации кто-то может эмпатию по отношению к вам проявить. Или сострадание тоже где-то. Это проходят чувствительные персоны, но в неожиданности, кто знает, может быть, это и знакомство. У кого-то я не могу это исключать. Давайте посмотрим. Может быть, это и вы, если мы говорим про неожиданности, где-то себя больше настроили на то, что вы люди сильные достаточно. И это чаще телец всем помогает. Но к вам приходит помощь, действительно, вот как ангел берет за руку. Вы можете столкнуться с таким человеком, как и познакомиться, повторяюсь. Или это может быть и кто-то из тех людей, которых вы знали. Но это будет для вас неожиданно, что человек вот так проявится. Чему сейчас не время? Не время ностальгии. Все, вот тут конкретно. Не время каким-то воспоминаниям. Не время и каким-то иллюзиям или строить воздушные замки. Не время мечтать. Ну, правда, карта трансформации. Что же вам будет помогать? Как ни странно. Карта молчания, карта отчасти апатии, карта того, что у нас что-то не получилось осуществить в том ключе, как мы этого хотели. Но у вас это выпадает, мои дорогие, в позиции, когда вам помогает это. И, может быть, это вам нужно что-то завершить, какую-то прежнюю историю, которая до бесконечности тянется, или как надоевший сценарий приходит к вам снова и снова, и вы снова и снова переживаете по какому-то поводу, или какая-то история, как старые грабли, тоже, опять же, повторяется. Может быть, было какое-то молчание конкретно, например, да, у кого-то по личной жизни, кстати. И я могу допустить вот такую ситуацию. У вас была какая-то история, предположим, да, вот у кого-то, но вы переложите на себя. Когда были отношения, и вот так ни шатка, ни валка, где-то вас человек подводил. Может быть, эти отношения были связаны с какой-то паузой, или человек исчезал. И вы уже сделали какие-то выводы, и вы уже научились жить по-своему и наметили себе свой жизненный фарватер, свои какие-то приоритеты, и вы поставили себя на первое место. И вдруг нежданно-негаданно человек появляется вновь. Потому что две карты у вас выпадают. Не время возврата к старому. И по четверке воды мы ведь не видим какой-то кубок. Мы не видим кубок, который вам это помогает. И может быть как раз тот кубок вы не видите, который где-то из прошлого и будет связан с тем человеком или с какой-то прежней историей, которая была уже со знаком минус. Тогда и не нужно оборачиваться в эту сторону. А вот если мы говорим «помогает» в отношении чего-то нового, ведь можно по-разному трактовать эти карты. У кого-то может завершаться одна история и начинаться совершенно другая. И это может проходить по части личной жизни. Тут может быть какая-то и встреча, мои дорогие. Поэтому переложите вот этот тонкий нюанс. Никогда не говори никогда. Вот есть такой момент, да? Но не время, то, что возвращаться в прошлое, это точно. Но и возможности, от них как будто не нужно отказаться. Их нужно успеть рассмотреть, потому что тут, как по воле высших сил, могут быть не случайные встречи. Выглядит как случайность, но на самом деле как закономерность, правда? 13-й аркан называется смерти, но здесь нам говорят «отпускай». И это в первую очередь окончание, трансформация, свобода. Все. Вот все то, что прописано в этой карте. И это период действительно все то, что я сейчас сказала. Для кого-то нет смысла повторять какую-то прежнюю
надоевшую историю, которая уже может быть близка в вашей судьбе к тому, что вас это разрушает. И тогда нужно что-то завершить и идти в будущее. Самому себе не ставить ограничений. Если у вас какая-то прежняя история была со знаком минус, это не значит, что следующая будет точно такая же. Так и не время искать сливы на вербе, то есть одевать розовые очки. Быть реалистом, мои дорогие. Карта трансформации, вот посмотрите, у вас выпадает как и 16-й аркан старший, так и 13-й. Отпускай. Есть то, что не может быть продолжено. В чем-то нужно поставить точку. Дела, работа, бизнес, деньги, документы, учеба и туз жезлов или туз огня – это решимость, это возможность, это какие-то новые действия. И именно ваши какие-то действия, если чаще в колодах карт это как решение, то здесь, в этой колоде поддержки ангелов, это решимость и конкретные какие-то действия. Правда, тут что-то нужно предпринимать, как минимум выйти из какой-то прежней ситуации, это точно. Оставить что-то за плечами, словно вам будет легче. И посмотрите, у нас как будто ангел на заднем плане благословляет какие-то, как и новые начинания. У кого-то это могут быть новые отношения или это новое решение в отношении работы или какой-то вашей занятости, или новая история. Тут самое главное не оборачиваться. Финансы. А вот на финансы шикарно. Может быть, новые способы заработка. Потому что шестерка огня как раз больше о деньгах. О том, что как-то время по деньгам выруливать на обгон. Или какую-то новую стратегию вы себе заложите по части, откуда ко мне приходят деньги. И это карта успеха в этой колоде. Поэтому как самодостаточности, так и нашей прочной позиции, вашей, мои дорогие тельцы. И нам говорят, деньги есть, деньги будут. У вас сейчас и по денежкам, и по работе какой-то очень удачный период может быть. Но тут самое главное не оборачиваться назад. И еще одна 6, любая 6, это, по сути дела, какая-то победа, это какой-то успех. А нам говорят, может быть, по части личной жизни переезд или какое-то путешествие, или какая-то поездка. Вы можете планировать, и у вас получится. Может быть, с учетом вот этих двух старших арканов, будет где-то непросто. Но вы можете, к примеру, отправиться в том направлении, куда раньше не собирались, как сменить направление. Или могут быть для этого какие-то еще и предложения или предпосылки. Вы словно с новой надеждой, с новыми возможностями переворачиваете страницу собственной жизни. Мне ничего добавить. Да, это карта мужества тоже. Когда мы не надеемся на кого-то, мы проходим какой-то путь в одиночку. Мои дорогие, почему-то вот такая карта. Для кого-то из вас это может означать, что если вы человек семейный, если у вас все идет своим чередом и все хорошо, тогда по шестерке воздуха это могут быть какие-то поездки с семьей или могут переезды быть далекие. Это вы можете строить с семьей новые планы, и вы будете как духовный лидер, мои дорогие тельцы, потому что на вас равняются, на вас как будто, ну, может быть, от вас ждут определенной помощи или каких-то правильных, продуманных решений. А правда, телец – это тот, на кого можно положиться. Но для кого-то это будет еще и означать работа в интернет. Очень часто шестерка воздуха или мечей проигрывается как новый вид заработка посредством именно интернет. Кто-то из вас задумается и о переезде, и о работе, чтобы я мог или могла работать удаленно из любой точки мира, потому что мне это необходимо. И вот эта какая-то конфигурация будет связана с тем, что вы будете эту стратегию, тактику изучать, может быть, делать у кого-то первые шаги, а у кого-то более серьезные прорывы в этой области, если действительно это где-то в вас, ну, это ваша история, вам это откликается, тогда для вас вообще открытый путь, мои дорогие. Самое главное – не оборачиваться назад, как будто в прошлом или все без изменений, или для тебя это не имеет значения. Давайте карту совет откроем. Спроси у твоих ангелов,
И что же мы должны спросить, мои дорогие, да? Может быть, есть какие-то вопросы, это больше где-то медитация, когда мы прислушиваемся к интуиции, да, интуиция, когда мы доверяем своему шестому чувству, говорят, мы словно беседуем, разговариваем со своими ангелами, поэтому к шестому чувству следует прислушаться. Давайте я достану еще, что это, чего это может касаться, да, может быть, самое время действовать, чего-то не отложить на потом, на что-то согласиться. Не упустить какую-то возможность. Ведь все же первый аркан – трансформация. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.